Привет! У многих людей, включая меня, до сих пор не укладывается в голове один любопытный факт. Серия Might and Magic, включающая небезызвестных героев 3, это на самом деле фантастика, а не фэнтези. С такими же сложностями у меня в голове утрамбовывается тот факт, что вторую часть игры Age of Heroes многие любят больше, чем первую часть. Как по мне, это примерно то же самое, что восхищаться пиццей с мандаринами. Парадокс в том, что любовь ко второй части обусловили не те причины, из-за которых эту игру стоило бы любить. И к концу видео вы поймете почему. Вам вещает в уши Тристан Кей с канала Untrashed Games. И сегодня я расскажу про игру Age of Heroes 2 Ужас из подземелья. По факту, серия Age of Heroes это клон игры King's Bounty для кнопочных телефонов. Игру разрабатывали украинцы из компании Qplays. Занимались этим что-то около 10 месяцев, а вышла игра 8 мая 2006 года на платформу Java. 10 месяцев разработчики улучшали игровой движок, чтобы дать игрокам проект с действительно передовой графикой, как для кнопочных звонилок. И они не особо врали, по крайней мере тут. В диалогах появились впечатляющие для своего времени портреты персонажей и иллюстрации с локациями. Ты видишь, как струится вода в ручьях и водопадах, как улетает ввысь дым из труб, как пузырится лава в глубинах подземелий. Подобные анимированные объекты существенно усиливают эффект присутствия и первое время без шуток радует глаз. Все объекты на карте сподобились обзавестись тенями, а палитра цветов стала гораздо насыщеннее. За счет плавных переходов между цветами игровой мир приобретает объем, а в строениях можно узреть зачатки архитектурного стиля. Анимацию ВОЗ перерисовали и докинули ей больше кадров. Можно даже начать верить заявлению разработчиков, что над графикой пахала целая команда художников. Ну или хотя бы в то, что старому художнику начали платить чуть больше, чем одну миску с рисом. Первое время радуют новые возможности геймплея. Например, наконец-то убрали задолбавшее продление хода через меню. Теперь ход продлевают автоматически, что значительно повышает динамику игры. Теперь ты можешь продолжить идти куда шел, тупо нажав всего одну кнопку. После первой части это все равно, что после ходьбы пешком по Сахаре пересесть на вертолет, можете мне поверить. Наконец-то разработчики сподобились вкоряющей систему прогрессии нормального человека. Добавили 4 характеристики, увеличили предел уровней с 3 до 20, повысили предел характеристик до 5. Но проблема в том, что разработчики не дают пояснений о принципе работы характеристик ни в игре, ни даже на сайте. Поэтому точную механику работы боевой системы приходится выискивать научным тыканием всех клавиш наугад. Магию переработали, и теперь магия больше похожа на магию. Если в первой части игрок мог кидаться свитками с заклинаниями, пока золото не закончится, то теперь разрешают кинуть только одно заклинание за ход. Всего нам выдают 11 заклятий, но из них реально полезны всего 2. Первое это оглушение на один ход, а второе это замедление врага. Остальным же заклинаниям нужно выделить место возле мусорки со шваброй, как в принципе и всей остальной системой магии. Как минимум потому, что самые последние заклинания чуть ли не самые бесполезные. Ну и еще тут кастуемое заклинание отменить не дают. Вот за это обидно. Разрабы повысили информативность игры, и это заметно. Появились всплывающие сообщения о получении уровня. Также информируют о засадах и подборах лута. С этим банально играть комфортнее. С другой стороны, на описание способностей юнитов забили. Как и на надписи на дорожных указателях, хотя разрабы их десятками по карте расставили. Со всем, что я перечислил выше, у игры все в порядке. Но с чем ребята основательно накосячили, так это с сюжетом, насыщенностью локаций, лейаут-дизайном и боями. И о каждой из этих вещей мы поговорим отдельно. Меньше всего попало по шапке сюжету. Главного героя тут зовут Артега. Некромант, бывший придворный маг, живет отшельником, никого не трогает и поливает цветочки. Почему некромант? Непонятно, ибо они обычно наоборот нежностью заведуют, да и его некромантность никак не желает проявлять себя в игре.
Предположу, что на сценариста как-то повлияло рождение мага за авторством Ника Перумова, где местный негр тоже первое время должен был вопросами упокоения нежити заведовать. В один из дней к Артеге прибегает гном и начинает орать. Дескать, Артега, спасай, наш подземный аул совсем скоро мертвый будет, помогите. Основной маг, чутка посопротивлявшийся ради приличия, таки отправляется чистить гномий данж от мертвечины. Первым замечаю, насколько клевая вышла система диалогов. Буквально в первом квесте игроку дает выбор. Или оставить раненого человека в покое, или ограбить его сейчас, или все же помочь ему. Но на такую вещь как логика, тут иногда возлаживать невозложимое. Есть вот король гномов, да? Чтобы попасть к королю на аудиенцию, можно попытаться подкупить охранника, но за это тебя изгонят из замка. Но даже если проводить этот квест, тебя все равно принудительно вручат другое задание, в котором все равно нужно будет в шахте искать самоцветы для привратника. А это как бы то же самое, что и подкуп. Усугубляет ситуацию то, что контент в игре расположен неравномерно. Почти все квесты в Age of Heroes 2 игрок увидит в первых 20% игры. Но что игра предлагает делать остальные 80% времени? Я того человека, кто был ответственен за эту часть игры, видал в Химках, торгующим фаллической продукцией из натурального дерева. 80% игры — это одноклеточный и отупляющий фарм с краплениями одного квеста раз в 3-4 локации, если не больше. И графика совершенно не вытягивает это безобразие. Насыщенность буквально как в пачке дешманских чипсов. 20% еды и 80% воздуха. Подобными проблемами страдают и остальные элементы игры. Uplays добавили в игру много артефактов, но из них полезна пара штук, и большинство из них игрок находит в первой трети игры. Золото же тратить некуда, ВСК покупать не дают, а всяких артефактных спекулянтов окончательно выселили из игры. Больше всего проблема насыщенности заметна на примере дизайна уровней. Проблему с дизайном уровней я пишу на примере. В одном из заданий нам поручают добыть особую руду для кузнеца, чтобы он нам оружие интересное изготовил. Сначала мы топаем на последний уровень шахт, где главное не пропустить один домик, который никак не отличается от таких же однотипных домиков. Из домика мы выковыриваем древнюю табличку, ползем обратно на 10 локаций назад до кузнеца, чтобы он табличные кракозябры расшифровал. А потом премся обратно на те же 10 локаций, чтобы добыть руду и принести ее обратно на 10 локаций назад, обратно к кузнецу. Многовато бегать заставляет, не находите? Это можно было бы пережить, если бы локации были интересными с точки зрения функциональной части и визуала. Поначалу они развлекают, но ровно до тех пор, пока ты не осознаешь, что типов локаций всего два – лес и подземелье. Причем лес тут наберется всего на пару локаций, тогда как остальные 90% игры – это подземелья. За счет боев разрабы захотели растянуть прохождение хотя бы на 2-5 часов. Поэтому, чем дальше по игре, тем больше уровней напоминают кишку. Причем кишку могут ограничивать сраными камешками, которые настолько мелкие, что их ни один вменяемый человек за препятствие не посчитает. Окончательно добивает левел дизайн, механика боев и баланс. Хотя с ними же связана одна маленькая деталь, из-за которой эта игра так полюбилась игрокам. Но о ней я расскажу в конце видео. Это важно. На полях боя разработчики перешли от прямоугольной сетки к шестигранникам. Но ситуацию это не спасает. В бою у нас есть только два сценария. Если у врага есть стрелки или летучие мыши, то материмся и уничтожаем сначала их. А на что шевелится, после этого сбрызгиваем оглушением или замедлением. Если стрелков и мышей врага не оказалось, то выдыхаем и расслабленно тыкаем в кнопки на экране. Разработчики утверждают, что искусственному идиоту слегка подправили мозги, но он все еще всегда атакует слабейшую из целей. В Age of Heroes 2 переделали войска, коих в игре все еще 10 штук, по 5 на каждую из сторон. Из первой части притянули только базовую пехоту, тогда как остальных юнитов депортировали в неизвестном направлении.
У врагов без изменений остались лучники и пехота, зато вместо костяных дракончиков добавились летучие мыши. Ненавижу летучих мышей. Кто сказал, что крысы с крыльями, летающие через все поле первым ходом, это смешно? Это стартовый юнит, а значит этих животных будет всегда много. Плюс, они увеличивают свое количество за счет убийств твоих юнитов, даже сверх своего изначального лимита. При этом все отряды нежити по базовым характеристикам круче, чем отряды игрока, и могут иметь случайное улучшение, чуть ли не удваивающее их характеристики. Ситуация оборачивается особенно интересно, когда ты попадаешь в засаду, и про них мы поговорим отдельно. Что такое засада? Это когда вражеский отряд на глобальной карте нападает первым, после чего на поле боя твои отряды берут в кольцо и все вражеские юниты ходят первыми. А что происходит, когда тебе устраивают засаду летучие мыши в количестве 5 отрядов? Правильно, они летально откусывают жопу твоим юнитам первым же ходом, после чего их изначальные отряды увеличиваются почти вдвое. И только после этого тебе предлагают сделать ход. Кушай, родной, не обляпайся. Но что будет, если совместить местный левел дизайн и механику засад? Правильно, засады, в которые нельзя войти. Например, как в самом конце игры, где сделали так, что ты в засаду попадаешь раза 3 подряд, что бы ты ни делал. Самое то, когда у тебя через ход будет битва с боссом. Самая же бесполезная кнопка в игре — это кнопка «Сбежать». Представим ситуацию. Ты нападаешь на отряд врага и видишь, что по-честному его не выиграть, и сбегаешь, теряя 50% войск. Пока все нормально. Но у тебя в любом случае не хватает ходов, чтобы убежать достаточно далеко от вражеского отряда, чтобы он не напал на тебя на глобальной карте. Поэтому по-любому твой ход на глобальной карте заканчивается, после чего наступает ход врага, который снова гонится за тобой и снова нападает на тебя, когда у тебя и так осталось 50% войска. Какой в этой кнопке смысл вообще? И, что забавно, после второго нападения состав войск, уже нападающий на тебя отряда ход назад, может быть другой, ибо привет рандомная генерация отрядов. Дело в том, что враги и дружественные отряды могут появиться заново во время перезагрузки, буквально из воздуха. Понятное дело, что разработчики добавили эту фишку, чтобы снизить размер игры. Но эта механика открывает огромный простор для абьюза игровых правил. Что делать, если все твои отряды сожрали летучие мыши? В этой игре с этим все просто. Берешь, сохраняешь перед входом в зачищенную локацию и заходишь в нее снова. Если дружественный отряд игра не сподобилась генерировать прямо возле нас, то загружаемся и повторяем процесс. Это единственный адекватный способ собирать отряды, ибо войска теперь нельзя покупать, а можно только подбирать на локациях. Что забавно, соратников можно найти и там, где их по логике быть не должно. По типу самый дальний штольник, где только самые злостные отряды мертвечины заседают. Видать, ребята там после последнего пикника остались, не иначе. Почему же игра так полюбилась игрокам, если она так плохо прошла проверку временем? Напялив шапочку из фольги, осмелись предположить, что на это есть целые две причины. Первая. Отсутствие аналогов на момент выхода. Когда игра вышла, у нее не было аналогов. Из похожего только в 2006 выходили Ancient Empires 2, тогда когда выходы остальных были еще годы. И второй пункт. Удовольствие от обмана системы. Чуть ранее я приводил пример с тем, как в игре можно практически на халяву пополнять войска. Этот процесс всегда будет вырывать игрока из погружения в игру. Он перестает верить в нее как в единый мир, перестает чувствовать себя частью истории. На смену этому приходит манчекинство или пауэргейминг, когда игрок, игнорируя неудобные для себя правила, оптимизирует свой игровой процесс, чтобы как можно сильнее облегчить прохождение игры. И такой подход приносит удовольствие, иногда даже больше, чем основной контент игры. А учитывая однообразие, рандом и местами откровенно нечестные игровые механики, перестаешь удивляться, почему такая стратегия показалась игрокам более увлекательной. Предполагаю, что именно привлекательность игры не по правилам и удовольствие от этого процесса
сформировала положительный образ игры в памяти игроков, а не ее цельность и качество как конечного игрового продукта. Что ты видишь, глядя на Age of Heroes? Ты видишь хорошую графику, неплохое развитие механик, впоследствии ставшим визитной карточкой серии. Но вместе с этим со всех щелей лезет посредственный уровень наполнения контентом, что поднимает некоторые вопросы. У меня нет инсайдерской информации, поэтому, не снимая конспирологическую шапочку из фольги, могу выдать одну теорию. 10 месяцев разработки – это существенный срок, особенно если пашет целая команда разработчиков. И вполне логичным является то, что издатель хотел бы, чтобы его вложения приносили прибыль. Причем чем быстрее, тем лучше. Особенно тогда, когда половину времени тратят на допил игрового движка для мобилки. Поэтому тут могли произойти две вещи. Либо кто-то в силу каких-то причин затянул сроки с модификацией движка, и игру пришлось доделать в спешке. Либо пришел дядя-издатель, стукнул указующим органом по столу и сказал дать ему продукт еще вчера, ибо сроки жмут. Либо то и другое вместе. Результат можете видеть сами. Все нужные ссылки будут в описании. На этом все. Всем всего.